Всем доброй ночи, друзья мои. Как я вам всем обещала, я буду помогать людям и, наверное, спасать их души и их головы от всяких лжеритуальчиков, для того, чтобы они мне навредили, только единственно доступным и правильным способом для меня, для человека моей профессии и призвания, это подарить людям правильный ритуал, чтобы они знали, как правильно это совершать и как лучше, безопаснее для простых людей. Итак, ритуал от злых людей. Но будет правильно сказать, что это не только от злых людей, но и от препятствий, от врагов, от преследования, от трудностей. И этот ритуал называется «рука отводящая». Каждый из нас когда-то сталкивался в своей жизни с такой ситуацией, когда думали, что все, пропали, выхода нет и спасения нет. И в этот момент непонятно откуда спасительная рука нас вытягивала из бездны, и мы жили дальше. Это касается как людей профессионально колдующих, так и людей обычных. Есть некая рука судьбы, рука спасения. Но эта рука то спасающая, то отводящая беду, то ведущая нас за собой. В данный момент, если от злых людей, мы должны остерегаться и спастись, то это рука, отводящая беду. Этот ритуал вам поможет отвести беду, которую вы ждете. От кого угодно. От родственников, от близких знакомых, от врагов, от преследователей. От людей, которые пытаются вам причинить зло или думают причинить зло. Этот ритуал вам поможет отвести будущие бедствия, которые перед вами могут быть, которые перед вами могут случиться. Этот ритуал лучше повторять каждые 3 месяца. И тогда ваша семья будет сохранена от подобных бедствий, преследований, от всего того, что может человеку, не просто навредить, а сломать жизнь, уничтожить карьеру, остановить, тормознуть на полпути. Вот эта рука отводящая, она вам поможет, отведет беду. Заранее, еще вы не знаете об этом, а вы уже попросили у судьбы. Я уже вам говорила, я вас учила, что если вы просите у сил судьбы, если вы почитаете силы, если вы с уважением относитесь к силам, то силы слушают и помогают вам. Если вы будете ритуалить незнамо на чем, мне сегодня спросили, можно ли вместо красной материи красный платок. Нет, не можно. Вы должны будете покупать красную материю или черную материю. Да, вам придется тратиться. Но либо вы будете делать бесполезные ритуальчики, которые вам будут во вред и ничем не будут помогать, и ничего вы не будете тратить, кроме как купите пару пластиковых тарелок, не знаю, еще чего-нибудь. Либо вы будете тратиться на ритуал и получать результаты, и быть сохранной, и быть под покровительством судьбы. Вы даже не представляете, как приятно, когда ты под покровительством судьбы, когда вокруг тебя могут вестись целые войны, но тебя никак не затрагивать. Когда будут ваши враги и пересудами, и чем только не пытаться вас задеть, но ничего у них не выйдет и не получится. Понимаете, это весьма приятно. Это очень облегчает вам жизнь, но в то же самое время без жертв, без благодарности, без откупа не обойтись. Итак, для этого ритуала вам нужно будет как можно больше освещения. У меня, конечно, разноцветные, разновидные всякие атрибуты. Вам это не обязательно. Вам нужно купить черную ткань или использовать ту ткань черную, которая предназначена для других ритуалов, которые я вам дарила уже и дарю.
взять такие маленькие свечи, можете другие свечи белого цвета. И 2 свечи, обязательно в центре 2 синие свечи. Итак, далее вам нужно будет найти благовоние. Ничего не дашь, ничего не получишь. Запомните. В ритуалах всегда используются натуральные камни, натуральные ткани, натуральные свечи. Все натуральное. Там не должно быть абсолютно пластики или чего-то другое, потому что это не имеет энергии. Далее. Вам нужно будет купить водку. Из дома бокал возьмете любой. Итак, я думаю, что вы все поняли. Кроме того, вам нужно найти какую-нибудь шкатулку дома. Любую. Возьмите любую вещь, которая вам пригодится в течение 3 месяцев. Вы не будете носить эту вещь, но в момент опасности, в момент ответственных каких-то решений и прочее, вы должны это надеть. Цепочка ли это либо серебро, либо золото. Другого металла, простых каких-то камней быть не должно. Бижутерии тем более. Хотите, чтобы судьба вас берегла и помогала? Значит, относитесь ко всему этому серьезно, с почитанием, с уважением и с желанием чем-то пожертвовать. Просто так вам ничего не даст судьба. Судьба не любит жадных, алчных и дешевых людей, которые пытаются как можно меньше потратиться на все это и как можно больше получить. Когда вы идете в церковь или в мечеть, вы идете в храм буддийский, неважно куда, там не в пластиковых бутылках и каких-то емкостях благовония носят, да? Там драгоценные камни, там металл, там все сделано из каких-то дорогих определенных вещей. Там все дорогое. Там все с почитанием, с глубоким уважением к тем силам, которым они там служат и которым призывают. Потому что вы представьте, если вы перед царем поставите пластиковую бутылку. По-моему, он вам по голове даст этой бутылкой. Царю подносили самое лучшее. Так вот, духи, силы – это точно такие же правители времени, точно такие же правители судьбы. И вы обращаетесь к ним, вы должны их почитать, вы должны тратиться, вы должны как положено это все подготовить и обращаться. И тогда они вас услышат. Если нет, так нет. Кто мало дает, тот ничего не получает. Итак, освещение, водка, бокал, вещь, определенные украшения, которые вы будете носить, сундук. Я потом объясню, как это все делается. И благовоние. 2 свечи синего цвета. Итак, начинаем. Я прочитаю 1 раз, вам нужно будет читать 7 раз. Поскольку у меня здесь памяти может не хватить, поэтому я читаю 1 раз, да и потом смысла не вижу, поскольку я устаю. Я думаю, что вы понимаете. 1 секунду, сейчас я сделаю поудобнее все и начнем. Я призывом своим призываю, и заклятием заклинаю, к милости судьбы взываю, заклинаю, заклинаю, заклинаю. О, рука, отводящая зло, отведи от меня беду, что впереди. О, сила сверхсохранения, рукой своей отводящей, отведи врагов, убери препятствия, береги от зла и от скверны. О, рука отводящая, я тебя призываю, к твоей защите взываю, убери с пути моей врагов, очисти препятствия и страхи. Охраняй меня, рука судьбы, подсоби мне, рука судьбы, помоги мне, рука судьбы, избавь от скверны и беды, судьбы отводящая рука. Да будет так, как я сказала, и так будет, заклинаю. Читайте 7 раз. Открываете водку. Можете открыть заранее. Налили в бокал.
Берете украшение. Окунаете 3 раза в эту водку и говорите: жертва отдана, жертва отдана, жертва отдана, просьба услышана, рука отводящая мне в помощь. Как сказала я, как попросила я, так и будет. Заклинаю. Вот вместе с этой водкой, то есть вы окунули, не надо ее вытирать, ложите, закройте и 3 дня не открывайте, пусть он будет там. Потому что определенная энергия, сила там концентрируется. Через 3 дня можете вытащить, можете носить это украшение, можете не носить, но в моменты опасности, в те моменты, когда вам тяжело, вы можете достать, значит, надеть и пойти, ну, например, по делам, на разговор какой-то серьезный, на какой-то разбор, на какие-то разногласия, какие-то решения проблем и прочее, прочее. Свечи надо потушить и спрятать. В следующий раз, через 3 месяца, когда будете снова делать, эти синие свечи можете доставать. Если они куда-то пропадут, можете поставить новые. Это не страшно. Пока они до конца не догорят, можете делать с этими синими свечами, а белые свечи должны догореть. Поэтому возьмите маленькие свечи. Далее. Этот ритуал вам может помочь, если вас преследуют, если у вас большие долги, если к вам заглянули коллекторы, если вас запугивают, если вас шантажируют и так далее, и так далее. И ни с того, ни с сего, даже вы сами не поймете, как определенная рука, определенная сила начнет очищать перед вами дорогу, начнет их наказывать и начнет вам помогать. Так что, пожалуйста, делайте этот ритуал, и пусть этот ритуал вам поможет. А он поможет, если вы все правильно сделаете. Всем удачи!